Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать Redmi Note 12 5G. Что хорошего в этом смартфоне, почему я его обозреваю, спойлер, сразу, возможно, с 1 апреля введут таможенные пошлины, и нам снова свыше 200 евро придется платить налог. Напоминаю, что сейчас это цифра 1000 евро. Очень надеюсь, что это не произойдет, но все равно вот эта штука входит в тот перечень, который не будет облагаться налогом. Плюс у меня глобальная прошивка китайской версии смартфона. Это произошло, получается, в январе. Я его приобрел, скинул в телегу скидок, и приобретал я его за 12 600. Скрин в своей собственной телеге я вам скину, чтобы вы увидели. Многие подписчики тоже приобрели. Насколько он хорош, отрабатывает ли он свои деньги, какая у него картинка, стабильность. К слову, я в Твиче его уже гонял, вы узнаете. Но спойлер, здесь есть много плюсов и много минусов. К плюсам я отнесу, разумеется, AMOLED-экран, потому что 120 Гц это хорошо. К плюсам я отнесу автономность. 11 с лишним часов по PC-марку в автояркости на 120 Гц это тоже хорошо. По съемке, он снимает на свои деньги однозначно. На лучше, чем свои деньги, не снимает. Насчет игр и всего остального, смотря как смотреть. В Genshin вы не полетаете с ним, с одной стороны. С другой стороны, если забыть об играх, мы можем запихивать сюда карту памяти на минуточку. И физическую симку, разумеется. Либо 2 сим-карты. Бесячий подбородок. И все это одновременно с урезанным Always On дисплеем и многими другими плюсами и минусами, которые мы всегда имеем не только в бюджетниках, но и во флагманах. К слову, на глобальную версию смарта, не Global ROM, обязательно будет обзор. К слову, на глобальную версию смартфона Xiaomi 13 тоже будет обзор, но я сначала его погоняю. Это как с S23 Ultra, который я гоняю уже больше месяца. Все время появляются какие-то подводные камни. Хотя, повторяюсь, мне смартфон нравится. Этот смарт хорош. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в обыкновенной упаковке с названием модели и краткими характеристиками. Пакинг неплохой. В комплекте мы имеем ключ для извлечения прорезиненного гибридного слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и 1 карту памяти. Краткое руководство, силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на 33 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 188 граммов, а габариты 166 на 76 на 8 мм без блока камер. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Я повторяюсь, данный смартфон, допустим, лично я покупал чуть-чуть дороже 12 тысяч. Кто подписаны на телеграм-канал скидок, в курсе, сколько сейчас стоит, увидите по ссылке в описании. Но я вам и так в конце скажу. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи. Там мы делимся мнениями и подсказываем друг другу, в какой ценник, с какими параметрами, какие устройства лучше приобретать. И мой личный телеграм-канал, где я делюсь результатами тестов до обзоров, и какие-то тесты уже в обзоры не попадают. Поэтому подписываемся на YouTube, пишем в комментах, что еще купить на обзор, полетели. На выбор здесь есть 3 варианта расцветки корпуса: черная, голубая и белая. Дизайн смартфона практически такой же, как и большинства моделей Note. Корпус выполнен из пластмассы с матовым покрытием, сборка неплохая, как и качество материалов. В руке без чехла лежит комфортно, и пользоваться одной рукой можно, но не всегда удобно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG, скорее всего версии 2.0, хотя довольно все быстро скидывается. И микрофоны. По звучанию один основной динамик внизу и один разговорный стандартно наверху. Звучание моно с сертификацией Hi-Res Audio. Да, это, конечно, не радует совсем с одной стороны, с другой стороны мы помним, что это бюджетник. В стоке есть несколько предустановок звучания, но вот кастомного эквалайзера нет. Bluetooth кодеков более чем достаточно для подобного смартфона, вибромоторчик тактильно не особо приятный, но настраиваемый, и это хорошо. ИК-порт и мини-джек присутствуют, за что спасибо. Смартфон имеет пыли и влагозащиту класса IP53, и пусть это номинально, но легкого дождика он во всяком случае бояться не будет, сразу из строя не выйдет. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, соотношение сторон 20 к 9. Цветовая гамма 100% DCI-P3, контрастность 4,5 миллиона к 1. Плотность пикселей 390
95 ppi, что прямо отлично за эти деньги. Пиковая яркость аж 1200 нит, и это нереально круто. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, но без большого запаса. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть адаптивный режим, который работает при включенных 120 Гц. Я вам скажу, что все с этим делом хорошо. Тач на 240 Гц, шим какой здесь вы видите, ничего космического нет, все хорошо. Результат средний, так как на минимальной яркости шим около 30%. Автояркость работает корректно, Always on Display на борту, но разумеется только 10-секундный, потому что Xiaomi полноценный AOD в бюджетники не запихивают. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, можно завести стандартно до 5 отпечатков. Распознавание лица срабатывает корректно даже под небольшим углом. Минус за то, что можно завести 5 одинаковых отпечатков и 2 раза одно и то же лицо. Ну или разные. Это уже плюс. Подбородок у экрана есть, он огромных размеров. В целом и рамки здесь тоже не минимальные. Экран мне лично понравился, он яркий, с неплохой цветопередачей. В настройках имеются функции, которыми можно персонализировать экран или интерфейс под себя, что стандартно. Летим дальше. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 с техпроцессором 6 нанометров, 8 ядрами и максимальной частотой 2 ГГц. Графический процессор Adreno 619, интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии. Русский язык на борту. Напомню, что у меня китайская версия смартфона, перепрошитая на глобалку. На глобалке смарт тоже будет, и о нем я вам также расскажу. Интерфейс работает хорошо, конечно, легкие фризы проскакивают, но учитывая стоимость, все оптимизировано неплохо. Оперативная память на борту LPDDR4X доступна на выбор 4, 6 или 8 гигабайт. Я однозначно советую минимум 6, потому что с 4 все это дело будет у вас тормозить. Однозначно. Внутренняя память UFS 2.2 на выбор 128 или 256 гигабайт. Но помним, что карту памяти можно запихать, поэтому никаких проблем с объемами у вас нет. Можете минимальные брать. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей. Для 4G 7 бенд на борту, а 20 отсутствует. Но это только в китайской версии, перепрошитой на Global. В Global, конечно же, будут все бенды. У меня связь смартфона ловит, и неплохо. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны и физические датчики приближения меня лично не подводили. Запись разговора в стоке в наличии и без уведомления собеседника о начале записи. Почему? Потому что это китайская версия смарта, перешитая на Global. В глобале такого не будет. Кому надо, тот поймет. Особенно кто продажами какими-нибудь занимается, это максимально актуально. Хотя и иногда незаконно, смотря в каких странах, в каких обстоятельствах. Bluetooth версии 5.2 смартфон не имеет модуля NFC. Опять же, это в китайской версии, что для многих является минусом. Но не для меня и не за эти деньги. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке устройство выдало скромный результат в 7 часов 3 минуты, осталось 20%, но это на максимальной яркости, фиксированной. И в автояркости этот смарт показал космические 11 часов 47 минут. В принципе, как вы помните, S23 показал далеко за 15, но не будем об этом, это все-таки флагманы. По факту смартфон проживет 1,5 дня спокойно, если, конечно, использовать его для звонков, общения через мессенджеры и серфинг в интернете. Заряжается он от родного адаптера питания на 33 Вт от 0 до сотки в среднем за 1 час 13 минут, беспроводной зарядки нет, и за 1 час просмотра видео на YouTube в максимальной яркости по Wi-Fi уходит в среднем 8%. В играх в среднем уходит в час 18%. Этот смарт я гонял на Твиче, но он вывез одновременный стриминг и одновременную игру в Tactic Cool. И я вам скажу, что он молодец, хотя местами подфризивал, но где-то через 15 минут я снял чехол, он не грелся, но по какой-то причине как раз перестал фризить после того, как чехол я снял. То есть минимальная, конечно, температура на него повлияла. Но помним, что у меня всего 4 гектара оперативы, и смартфон вывез 1080p. Это очень круто. То есть оптимизация здесь прямо на уровне. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест я проводил при 100 потоках на 30 минутах. Результат с невысоким значением, но тест смартфон проходит стабильно. Максимум 217 гипс, в среднем 214 и минимально 202. Вот бы так стабильно проходил Poco X5 Pro, правда? Ну не в морозилках. Ну вы поняли. В Geekbench в синглкоре 805, в мультикоре 1841, в 3D-марке показал Wildlife 1027, Wildlife Extreme Stress Test 310, Wildlife Extreme 310, Wildlife Stress Test 1033, Slingshot 3505 и Slingshot Extreme 2443. В Antutu смартфон выдал результат в 335 тысяч попугаев, Storage тест показал скромные, но ожидаемые 24 тысячи. 55-минутный стресс-тест прошел он не лучшим образом, результаты вы видите на экране. Но я и не сказал бы, что худшим. Почему? Потому что я видал результаты намного хуже. Ничего он космического выбивать в принципе не должен за такую-то стоимость. Все тесты он проходил не на улице, не при минусе, не без чехла, а с чехлом в помещении. Кто-то тестирует в разных условиях. Я, допустим, иногда рассказываю, как синтетику проходит смартфон у меня только в морозилках. Это в основном касается флагманов. Те результаты, что вы видите у производителей, либо их рекламных кампаний, логично, что происходит в идеальных условиях.
условиях, поэтому не удивляемся, что что-то отличается. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор на 48 мегапикселей плюс сенсор глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении Full HD, цифровая стабилизация на борту, фронтальный сенсор на 8 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него тоже Full HD. На борту имеется панорама, замедленная съемка, ночной режим, режим Pro и так далее. Видеосъемка с основного сенсора неплохая, картинка не дерганая, но слегка мыльная, особенно при недостаточном освещении. Про фотографии я вообще молчу, детальности мало, фото мыльные, без достаточного освещения камера не справляется. Примеры короткие вы сейчас увидите, исходники у меня в телеграм-канале, в моем личном, по ссылке в описании, можете zip скачать и посмотреть. 1080p 30 fps, по мне просто идеальнейшая локация для съемки. Стою на месте, снимаю с одной руки, ни какого-то освещения лютого, ни зайчиков, ни солнца, ни ночи. Все волшебно. И вот так будет снимать камера в фактически идеальных условиях, просто идеальных. Тоже касается лица, условия идеальны, камера чуть-чуть подтормаживает. Разрешение, конечно же, никакое. Но, с одной стороны, это может быть и хорошо, потому что это бюджетник, и вы не переплачиваете за камеру, правильно? А в целом по железу все более-менее. И еще немного основной съемки, чуть-чуть больше объектов, тоже две руки. Но ощущение, конечно, что с этим смартфоном нужно с собой таскать штатив, потому что вот я начинаю двигаться. И, разумеется, несмотря на то, что даже картинка не очень, ну и трясется все. Хотя не прям люто, но прилично. Неприятно трясется. 1080p 30 fps. Максимальная, что может основная камера. Но если не двигаться, из двух рук снимать в солнечный день, вы сами видите, что в принципе для потом потребления картинки на смартфоне более чем потребно. Хотя и фриза. Лучше стоять и не двигаться, и тогда все будет хорошо. У фронталки те же 1080p 30 fps. Это круто, я ожидал 720p. Вот так. Проверяем роллинг шаттер, который здесь, разумеется, есть. Притом лютейший, но это супербюджетник, чего мы хотели. 1080p 30 fps. Первый раз видел, чтобы когда я фотографировал, картинка на Xiaomi поплыла. Это сейчас фоткал его, фотка получилась хорошая, но на самом экране было желе. Очень непривычно. Видите, даже дешевыми смартами можно снимать объекты. Если кропать для YouTube, в принципе, этого может быть даже уже достаточно. Вот он, 2023 год, да? Это 1080p 30 fps, ночи, и давайте договоримся, мы сэкономим нервы друг друга, и в принципе этого ночного примера нам хватит для того, чтобы понять, что среднебюджетники-то не особо могут. Это не ультрабюджетник, но это бюджетник. И ночная съемка это всегда тяжело, даже для флагманов, не говоря уже о устройствах в разы, в десятки раз дешевле. Немного утреннего видео, туман, и вот так все это будет выглядеть на камеру. Минусы: звучание моно, нет ультраширика, нет 20-го бенда, нет NFC модуля, хотелось бы полноценный слот, старенький USB Type-C разъем, 4 гигабайта внутренней оперативки мало, будет он у вас тормозить, если не сейчас, то в перспективе. Также к минусам отнесу, что можно завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз, как и внести два одинаковых лица, но это все про MIUI. У вас может быть смарты за 100 тысяч, там будет все равно та же история. Не хотят они у Vivo учиться. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и актуальность у нее небольшая. Почему? Потому что первое, сейчас скоро выйдет глобалка, а второй момент, еще раз повторяюсь, что Xiaomi актуально покупать в первую очередь при старте продаж, потому что, как я очень часто напоминаю, смотрите, Xiaomi 13 я купил за 56 тысяч на старте продаж, он уже у меня на руках, в целом это ценник Xiaomi 13 глобалки. Если говорить об этом смартфоне, повторяюсь, я купил его за 12 600, как и часть моих подписчиков, и это ценник его на старте продаж. Какой ценник сейчас, какой ценник будет потом, вы можете увидеть, но у Xiaomi плюс-минус всегда все одинаково, очень редко она когда проседает еще глубже, чем было на старте. Ну и, разумеется, резюмировать я буду на этот сам смартфон в тех же условиях. Единственное, освещение отличное. Разумеется, картинка не такая, как на Sony FX3 с родовским микрофоном, как звук. Но вы можете сравнить начало и конец данного обзора для того, чтобы для себя понять, насколько все-таки хуже, логично, снимают смартфоны. Но постобработкой я не занимаюсь, то есть что приходит с камеры в автомате, что приходит с телефона в автомате, со стандартной программы, вы сейчас видите.
К чему я хотел вас привести весь обзор? К тому, что этот смарт сегодня стоит по мне космических денег. Если брать смартфоны в эти деньги, то за 13 600 я недавно скидывал в телегу скидок Redmi Note 10 Pro. Это абсолютно другой уровень. Пусть это и не свежая модель, и прям не вчера ее покупали и продавали, но это другой класс. Если говорить о Redmi Note 12, да, он неплохой, да, он отличный за свои деньги, за те, что я его приобретал или приобретали мои подписчики в январе. Но сегодня более выгодных предложений по большому счету на рынке море. И я не говорю о мракобесном Realme C35, у которого внутренняя память такого типа, что хочется не делать обзор. Но разумеется, я его купил и делать обзор я на него буду. Но в целом, этот смарт за свои деньги даже сегодня может быть хорош. Альтернатив море. Я уже вам назвал, какую конкретно я бы выбрал альтернативу данному смартфону. Тем более на сегодняшний момент он дешевле. Насколько много таких предложений на рынке появляется, я вам скажу прямо много. То есть до 15 тысяч рублей стабильно мы можем ожидать какой-нибудь смартфон, который постоянно выкидывается на сейл на той или иной площадке. Поэтому включаем голову, не бежим и помним, что у Xiaomi, у Redmi и у Poco всегда лучшие цены на старте. Может быть через дня-два, когда они понимают, что никто не покупает. Потом они выгружают купоны, и мы благополучным образом можем за адекватные деньги приобретать смарты. Девайсу от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Не забудьте подписаться на канал с колоколом и написать в комментах, что купить на обзор. Хотя вроде у меня пока запасы на месяца два по смартфонам есть.